Ты в эфирном пространстве. Да. Хорошо. Включаю запись. Сейчас, Вика, мы с тобой посмотрим город Санкт-Петербург. Как он выглядит в эфирном пространстве. Ну и дальше по схеме. На счет 3 найди в эфирном пространстве Санкт-Петербург и посмотри на него сверху. 1, 2, 3. Первое бросается в глаза, это такой черный шатер, а по сторонам этого шатра какая-то энергия, как красноватого цвета дым, и он почему-то имеет форму, считывается как губы, вот как губы поцелуй. Угу. Вот эта энергия поцелуя, прямо вот она прет эти губы, а над этим всем какое-то яркое свечение. Такое оно переливается, такая энергия такого зазывающая энергия такая. И от этой энергии идут такие вот как привязочка к этим губам. Угу. Образует такой как треугольник, как пирамида. Это вся конструкция считывается сейчас. Пирамида, как будто бы эти грани, как циркуль. Так. Толстый, черный, с такими какими-то надписями. А внизу основание этой пирамиды линейка. Черная линейка с такими вот Угу. Так. В общем, масонский символ. да, и звезда вот эта. Почему-то идет звезда пленительного счастья. Что это такое? Так, что это за звезда такая? Считывается, что молчать, белая перчатка, вот так молчать, нельзя говорить. Месть за раскрытие истины. Угу. И символ вот эти скрещенные какие-то шпаги или что, как символ мести за раскрытие истины. Угу. Так. Я вижу, что мне интересно, на чем держится эта энергия, эта звездочка. Хочу посмотреть на физическом плане, что это такое. Хорошо. И На счет 3 я... ты... 1, Давай, 2. еще раз, пожалуйста. Хорошо. На счет 3 ты увидишь на физическом плане, что держит эту звездочку. 1, 2, 3. Я вижу, там на столбе стоит ангел, и на эту звездочку показывает вот так как-то пальцем. Так. И я вижу сейчас такая, этот ангел стоит, он крест держит. Так. Черный крест как символ жертвы. И по Угу. этому кресту сползает змея. И эта змея, вот я вижу такая, как планета, символ планеты, такой шарик, который разбит на какие-то квадратики. Мне интересно, что это за квадратики. Символ влияния, то есть все под контролем.
каждый клочок земли под неусыпным взглядом. Братство. И эта змея сползает. Я хочу посмотреть, на кого направлено ее жало. Так, посмотри. Оно было направлено, то есть вот эта энергия мести и сокрытости на как бы на каждого, кто посмеет открыть правду. Но сейчас я вижу, что оно как бы возвращается в эту змею, то есть этот символ уже как бы не имеет силы такой. Угу. И это связано с нашим предыдущим сеансом. Ясно. И я слышу, масоны свободны. Угу. И сейчас вот так Так. открывается огромная книга. Прямо такая книга огромная, что это все как бы на книге получается. Это вся Так. конструкция. А от чего масоны свободны? Вот появляется белая перчатка, которая вот так вот палец держит. Угу. Они свободны от тайны, от мести. Угу. Также я вижу, что их души, вот светлые души, светлые части души их забирает первоисточник, очищает их. Хорошо. Значит, пусть очистятся все те, кто хочет уйти. Я посылаю энергию нашей Вселенной, энергию истины в эти все структуры. И я вижу, как этот ангел и эта змея, и это все образуется такой шар черный. И эта пирамида с этого всего так уходит, и становится вот такая маленькая пирамидка там, как кристалл, кристаллизируется. Угу. И он бух, вот так вот упал. И эта вся конструкция разворачивается вот так. И мне интересно, как это так быстро все произошло и почему. И я вижу, что светлые ангелы, боги, которые пришли и встроились в эту масонскую структуру, они забрали свои души. Светлые части расторгли свои контракты. И я передаю эту информацию. Я вижу, как информация, которая открывает глаза. Я вижу буквально вот эти вот людей много-много, и раз открываются им глаза, и те, которые светлые души, они уходят на очистку. Хорошо. Потому что они постоянно... и я вижу, что в самой этой пирамиде она поделена, вот там есть центр, на вот такие куски, как треугольники. И некоторая часть как бы светлая. Я слышу подставное масонство. То есть это организация как
ну, по интересам, то есть они не замешаны в черных делах остальных. Это где-то 40%, 40% от всей этой пирамиды. А вся верхушка и вот эта одна половина, которая подключена к сектору интерферентов, я слышу, к духам. То есть получается так, что одни масоны как бы светлые, одна часть этих организаций, а другие вот эти темные, которые подключены к духам, и вся эта верхушка. Вот эта, которая часть отсечена, пирамидка вот эта. С глазиком. Да. И та часть, которая их поддерживает, то есть по всей высоте этой пирамиды, вся правая сторона, они все уходят, то есть от самых нижних градусов и до самого верхнего, они все вот как бы подключены к этим духам. А некоторые вот эти, которые ушли души, это часть пирамиды, с левой стороны от первоисточника, они, я слышу, миссия, то есть они встроены в эту пирамиду по своей божественной миссии. И вот они забрали свою энергию из этого символа пирамиды, и это все рухнуло. И осталась вот эта одна маленькая пирамидка. И я вижу, как этот крест, который держит ангел, вот так просто как в голову, как череп вбивает эту же самую пирамиду. Карму никто не отменял, все правильно. Да. Я вижу, как эта змея, которая была направлена против самих же, скажем так, против светлой части масонов, то есть против тех честных, которые видели ложь и обличали ее. Вот против них была направлена именно эта змея. И я вижу, как эта змея, она на самом деле, этот дух сейчас пожирает тех самих черных. И я призываю силы кармы. Да. Но оно, я тебе скажу, оно просто само собой все делается. Я ничего тут не делаю. Я просто смотрю, что оно делается. Да, рассказывай, что видишь просто. Я вижу, что появилась такая сетка от божественного источника, светлая, белая такая, и забирает души этих, я слышу, богов, которые встроены в эту пирамиду. И появляется другая сетка, черная, которая забирает эту черную часть. И я вижу, как этот ангел сломался. И эта звезда упала и покатилась и прямо внутрь этого эгрегора черного. И я вижу, как оно все уходит в портал на полную переработку, на аннигиляцию, на полную аннигиляцию. И туда уходит же вся эта энергия любви к этому ложной магии, к этому всему. Уходит, вот как бы это, где этот ангел стоит, вот там как центр этого портала огромного. И это все вот так вот уходит, эти губы сворачиваются, и эта энергия уходит через этот крест, который вот в небо там торчит. Вот, и оно все вот туда, откуда вышло, туда и уходит. Ну и мы можем зайти в тот момент, когда это все, весь этот процесс закончится, и вся эта энергия Санкт-Петербурга колдовская будет уничтожена полностью. Хорошо. На счет 3 ты зайдешь в тот момент, когда эта работа будет полностью завершена. 1, 2, 3.
Да, завершается, и я вижу, как что-то еще происходит. Вот так что-то вот как будто раскрывается и раскрылось. И снова вижу эту огромную книгу, которая в эфирном пространстве буквально весь город накрывает, как бы над городом, как будто бы эта книга вся висит. И по центру что-то черное появляется. Так, считай информацию, что это такое. Там как будто бы кто-то что-то пишет черным. Я приказываю этой энергии явиться в соответствии с его эфирным ДНК. Появляется этот колдун, которого я называю звездочет, то есть символ астрологии. Угу. Так, что он значит? Зацикливание, вот как гвоздиками там в пространстве этот колдун делает. Но на самом деле он не один, это символ. Может, этот символ пора уже рассмотреть, что он означает. Я приказываю ему принять форму. Я вижу, как этот колдун, звездочет, он встал в этот символ лжи, ложной магии. И эта его черная душа является как центром, как черным кристаллом. Черный кристалл. Вот как будто бы бриллиант черный. И я вижу, что в этот момент не успеваю ничего вообще подумать. И я просто смотрю, как появляется такой луч от первоисточника. И с такой силой вот этот свет, как с трансбойта, такая сила, просто в центр этого черного кристалла бьет с огромной силой. И повержен этот черный маг, этот символ, вот центр, этот звездочет под воздействием этого светлого луча, как вода, такой трансбойт энергии, уходит на уничтожение, и весь этот символ рушится. Хорошо. И уничтожается полностью. Я слышу прах, ничто. Я слышу возмездие. И такая энергия пошла так шух, шух, со всех сторон. Такой, как шум от крыльев огромных. И я вижу, что на месте этого символа лжи появляется символ истины. Так. И этот символ истины как бы распространяет такой свет вокруг себя, что все эти черные энергии буквально сметает. Я вижу, появляется вот этот знак, лучезарная дельта, над которой стоит просто над городом. И это солнце, которое там нарисовано, вот этот символ буквально встроился, как бы встал на место этого солнца. И эта пирамидка, оно все, то есть этот символ уничтожило.
И я вижу, Так. как этот золотистый свет от первоисточника буквально распространяется по всему Петербургу, и вот так как волна. И сейчас в этот момент я вижу эту черную волну, которая была на физике. На Так, что это физическом за волна? плане такая волна шла черная, на физическом плане. Она несла грязь, она несла все. Мгм. И эта черная волна, она принесла, я слышу, она принесла эту черную энергию, которая вот была до этого. И этот свет вместо этой волны потопа, вот, сейчас идет на вот как бы с востока. Вот там, где была эта волна, откуда она шла, она Так. как-то как упала, вот такое, как упала эта энергия, и пошла волна. А вместо этого сейчас этот свет от первоисточника идет. Мгм. И всю Россию, и всю планету, ну, с России вот оттуда идет, с востока. Мгм. Очищается? Очищает все. И эта черная волна, которая, она в эфирном пространстве, так и висит. Вот эта, которая была Мгм. от потопа. Так. Она вот так замещается этим светом, светом любви, истины. Хорошо. И очищает все. Я смотрю, что вся наша планета вот так начала как кувыркаться. И вот такой, она вот делает такой, как бы обворачивается, как будто бы катается в этих лучах и сразу превращается в зеленую. Вся расцветает. Я вижу, как Мгм. этот песок, рыжий песок с пустынь. Так интересно. С этих пустынь этот рыжий песок, он уходит туда, в сектор интерферентов. Туда, откуда все пришло. И я слышу, все возвращается на круги своя. Хорошо. И сейчас я смотрю на Санкт-Петербург, и я вижу, что идет свет. Мгм. Ну, и я думаю, что я вижу Как? вот от первоисточника, как будто бы вот так такая огромная рука, энергия в виде руки, как будто бы накрывает. Мгм. И такая информация идет, что как будто бы до поры до времени. Что именно до поры до времени? Защищает. Мгм. То есть это, что мы увидели, это в эфирном пространстве произошло, а сейчас на физике должно быть какое-то время, и энергия первоисточника защитит. Кого защитит? Сейчас мы посмотрим. Посмотри, кого или что защитит. Я слышу правду, истину. Мгм. И праведников. То есть людей, которые будут говорить истину. Мгм. Хорошо. Хорошо. Ну, давай от имени человеческих душ мы можем призвать силы кармы на всех тех, кто противится истине, кто противится законам нашей Вселенной, карму на всех тех, кто сажает в тюрьмы,
кто фабрикует ложные обвинения. Мы призываем, я распространяю информацию и показываю некоторым этим лицам, что их ждет. И принять им уже никто не поможет, потому что у них нет души человеческой. И они будут утилизированы как мусор, как ничто. На физике, потому что они ликвидированы уже в эфирном пространстве, они записаны как мертвые. Хорошо. И я вижу, как их же энергия их пожрет. То есть никто их не будет специально как бы там убивать. Они будут поглощены своим собственным коварством и предательством. Хорошо. И я слышу, их дела идут впереди них. То есть их дела будут их обвинять. А этих, которые на светлой стороне, что их дела будут их оправдывать. Не будут, уже это так и есть. То есть уже никто не сможет врать и рассказывать, какие они хорошие, а делать плохие вещи. Людям откроются глаза, открываются и открылись уже. И все видят четко, что есть ложь, а что есть истина. Да, хорошо. Тогда, наверное, на этой позитивной ноте мы и закончим. Да. Да, хорошо. Тогда отсоединись от всех и от всего. Проверяй пространство.